Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Укилалла. Это мой самый первый спонсор, но я о нем уже говорил миллион раз, поэтому повторяться не буду. И перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в данную каточку, я хочу сказать следующее, ребят, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закреплено сообщение с ссылкой на конкретную запись в моем телеграм-канале, где я подробно все описываю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу каточку. Поэтому что? Правильно. Переходим по этой ссылочке, подписываемся обязательно на мой телеграм, потому что я там пишу, когда у меня стримы, там всякие обновления игры, веду свой небольшой личный блог, и самое главное, у меня там есть чат комьюнити, поэтому подписываемся, вместе все-таки будет интереснее, веселее и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, дальше вы все сами прекрасно знаете. В общем, в той записи я подробно все описал, что нужно сделать, поэтому проверяем эту запись, скидываем мне ее, соответственно, пишем, какой у вас ранг, как читается ваш правильный ник, вдруг чего, потому что, ну, иногда бывают такие ники, которые, ну, хрен прочитаешь, поэтому проверяем все, скидываем. Я, соответственно, буду комментировать вашу запись, поэтому, ребят, не стесняйтесь вдруг чего скидывать нереально ваши записи. Не стесняйтесь, неважно, какой у вас там ранг и тому подобное, я просмотрю данную каточку. Но самое главное, чтобы эта каточка была, ну, не особо на мете, потому что если будет какая-то метовая каточка, например, инсектоиды, я буду плеваться весь ролик за то, что будут какие-то инсектоиды там через антимагов, манкикингов и тому подобное. Но это неинтересно, поймите, это неинтересно. Кстати... А чё разорчика взял? Мог же взять Марси. Все-таки было бы у тебя синергия кунг-фу же. И Марси со старта это довольно-таки сильный персонаж. И я смотрю, он не берет предметы первого тира. Значит, у него есть какой-то план. Но на самом деле, типа, я бы взял все-таки Марси. Потому что Марси, синергия кунг-фу, все то, что доктор прописал. Особенно если ему сейчас и Мьёльнир упадет, это, ну, Мейлшторм упадет, то это вообще будет полный разрыв тоталити. Ну, ладно, это мы посмотрим. Сейчас посмотрим, что за предметы возьмет. Капля. Ну, такой себе капля. Да, хорошо так. А вот Дискорд, кстати, помощнее будет, чем вот этот посох первого тира. Короче, смотрите, ребят, по поводу посоха третьего тира. Я лично скажу свое мнение. Не говорю, что, типа, это супер юзлесс предмет, а для меня это супер юзлесс предмет. Почему? Потому что, смотрите, у вас бьет способность 100 магического урона, да? У вас этот посох дает 15% магического урона. Так вот, 100 умножим на 15%, и мы получаем 15 урона. Имеет ли это смысл? Да, там какие-то единицы, но может быть на старте, там, не знаю, ну, прикольно может быть на старте. Я лично этот посох, ну, такой себе. В данном случае я бы лучше взял Дискорд. Дискорд, который уменьшает магическое сопротивление на 25%. Это намного серьезнее предмет, нежели какой-либо другой. Но я думаю, вы это и без меня прекрасно знаете. Я так понимаю, он хочет здесь сыграть на магах, потому что у него как бы... Хотя не понимаю, на самом деле, пока что, на чем хочет сыграть. Поэтому посмотрим. Пока что рано судить, потому что старт может быть один, потом может быть другой. Но судя по выбору его предметов, то, скорее всего, здесь реально будут маги. И так как он взял волшебников, он хочет сыграть, наверное, через магов дракона. Через магов волшебников. А так как у него еще и драконы есть сверху, то, соответственно, скорее всего, здесь будет еще и маги-драконы. Но это мы, конечно, все увидим. В общем, и вот этот посох первого тира я бы не брал. Ну, и я бы взял Дискорд. Раз уже играю на магах, то я бы взял Дискорд. Все-таки минус 25% магического сопротивления — это много. Это очень много. Кстати, хорошо ему идет. Пивную панду продаст? На самом деле он... Ага, решил так сделать. Но у него там еще и баф орков есть сверху. Типа, он может сделать следующим образом. Он может купить одного орка, взять уровень на следующий раунд. Ну, в принципе, ладно. Но я бы на его месте, наверное, поступил бы следующим образом. Я бы взял орка еще одного, взял бы уровень, потом на следующем раунде продал бы панду. Но я так понимаю, он хочет, чтобы ему эта панда что-то принесла, поэтому с пандой он будет долго сидеть. Ну, ладно. Что ж. Смотрим дальше. Вот этот тот тип, похоже, больше всего на бота, если честно. Потому что расстановка такая... Ну, ладно. Нормально так урона разорчик накидал. Нормальненько. Все-таки, ну, если играть здесь на магах, то по сути здесь только есть лич. Ну да, тут по сути только есть лич.
Инвокер такое себе, потому что инвокер может, ну, не очень творить дел. А вот сейчас Марси взял. Я бы на самом деле, если бы мне Марси ранее пришла с пандой, то я бы лучше взял Марси. И брал бы предметы под Марси, потому что Марси это просто такая сосочка. Это... Но я уже миллиардный раз говорил, что если правильные предметы со старта падают на Марсе, то эта девочка наваливает такого движа и такого шума со старта, что просто диву даешься. Рвет всех вдоль и поперек. Не знаю, мне Марси очень нравится. Очень нравится. Опять логи боя. Килала. Где логи боя? Где они? Я что-то не вижу логов боя. Ладно, они там просто в моменте слетели. Кстати, он может в скором времени даже поставить баф людей. Я бы вместо... Вот на самом деле пак, вот этот маг-дракон, такая... Да, этот дракончик дает миссы. Минимальная КД, но, не знаю, мне не нравится пак. Против него там будет бог-орк. О, там бог-орк себе на скиллухе достал орка-жреца. Угу. Зафиксировали. Зафиксировали, поняли, приняли. На самом деле, если бог-орк соберется, то его магом будет крышка. Сразу говорю. Маги против богов-орков не играют. Каких бы ты магов себе не собрал, один-единственный Джаггер раскрутит тебя на своем мече. Будет крутить так, как тебя в жизни не крутила жизнь. Вот так вот. Вот так вот. На-на. О, хорош. Ему не хватает сейчас одного демона для того, чтобы сделать себе фуловую синергию магов. И орк-жрец, кстати, пришел. Я бы на самом деле взял бы орка-жреца тогда уже. Ну, посмотрим. Орк-жрец все-таки это хороший персонаж, который может присумонить, ну, какую-то полезную фигуру и даст тебе время. Но он хочет играть через фулл магов. Ага. Посмотрим, сейчас посмотрим. Может поставим... Да, только хотел сказать, может поставим таким образом сейчас магов. 2 разора все-таки будет получше. И вот Лина стоит слишком впритык, как по мне. И, ну, короче, мне не нравится расстановка по максимуму. И Лина стояла слишком впритык, но сейчас, в принципе, окей. Сейчас, в принципе, окей. Вообще все равно. Но я бы Агра оставил. Типа, Огр — это хорошая стенка, которая еще и может накинуть свою способность, допустим, на твоего полезного мага, и маг закастует 2 раза эту способность, и будет намного лучше. Но, как говорится, хозяин-барин. И, кстати, этот бог-орк проиграл сейчас. Нормас. Угу. Морскую волшебницу убрал, хорошо. Сейчас будет раунд с мобами, и я бы на его месте все-таки поставил бы как-то стол поплотнее. Не, можешь мобам так проиграть. Не делай так, ну не надо. Остановись! Разоров назад поставь, они больше дамажить будут. Поставь танка. Танка поставь вместо пака. Свять. Минус раунд. Не, на самом деле не факт, чтобы он вообще этот раунд затащил. Не факт. Но если бы он поставил 2 разоров назад и вперед поставил какую-то стенку или немного другую стенку, то он бы смог бы затащить этот раунд. Ну хотя бы не затащить раунд, а хотя бы мог убить среднего моба. Среднего моба бы убил, было бы все отлично, все шикарно, все прекрасно. Но из-за того, что он поставил 2 разоров вперед, они минимальное количество урона нанесли. Минимальное количество урона. И это бред. Ну, типа, это максимальный бред. Поэтому, ребят, если вот такая ситуация происходит, то вам нужно плотную стенку поставить. И разоров немного назад, чтобы они максимально дамага своего внесли. И Лину, соответственно, на последний ряд, как ну, на скамейку от чепенцев. Чтобы она просто могла закастить свои 2 лагуны. Все-таки 2 лагуны это тоже очень приятно. Ну, как бы... Ну, я думаю, вы поняли, короче. Я думаю, вы все поняли. И я бы вот так вот кучно магов не ставил от слова совсем. Нельзя ставить кучно магов. Надо расстановку делать более грамотную. Потому что если ты поставишь кучно магов, то
Это может быть может произойти следующее, то, что тебя накажут. Хорош. И баф людей пришел еще, кстати. Но, наверное, не будет покупать баф людей. Или будет покупать баф людей. Будет. А будет ли он ставить баф людей? В принципе, можно было бы поставить баф людей. Почему нет? Хорошее у него усиление. На 12 раунд у него отлично все. У него 6 винстрик, 20 монет почти. У него двухзвездочный разор. Но, кстати, разор может не раскрывать максимально свой потенциал сейчас в такой расстановке. Потому что он, ну, может не доставать до некоторых фигур. Ну, ладно, окей. Просто разор, он в основном всегда посередине становится, но не на первую линию. Ну, на первую линию можно его поставить только в том случае, если против тебя, допустим, есть какие-то охотники, и их большинство. Потому что тогда разор будет доставать от края до края. Но если они, ну, большинство там воинов каких-то и тому подобное, то плевать. То просто плевать. Кстати, не знаю, хочет он играть дальше через волшебников, либо же он хочет играть уже через чистых магов. Потому что у него вроде бы как все хорошо идет, я бы на его месте все-таки попробовал бы через чистых магов сыграть. Возможно, у него получится, кстати, 12 уровень здесь взять. Тоже неплохо будет. Кстати, ребята, во вчерашнем ролике у меня там нету звука игры по той лишь причине, что там у меня почему-то наложились авторские права на музыку. Только на какую музыку? Вообще непонятно почему. Ну, короче, от шахматной доски идет вот эта вот фоновая музыка, и на нее наложились авторские права. Честно, я был в шоке. В полнейшем шоке. Такой шок был шоковый, что просто. По реликвии ему, в принципе, жезл Кира упал. Ну, не совсем приятная реликвия, но... Скажем так, не в его ситуации эта реликвия была необходима. Не в его ситуации. Ему немножко другая бы реликвия подошла бы. Но... Что есть, то есть. Правильно, правильно. Сейчас, если ему котел придет, будет вообще шикардос. Он будет здесь играть на магах-драконах, и я так понимаю, что волшебников он все-таки расформирует в конечном итоге. Сам вопрос, что будет в Лейте, потому что там есть бог-орк. А, кстати, там тоже маг собрался. Интересно. Но у него маги должны быть посерьезнее, посильнее. У него двузвездочная Алина, двузвездочный разор, и надо посмотреть его расстановку. В середину ставь! Быстро, 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 быстро в середину ставь! Давай. Да, красавчик! Ну, просто лев, тигр! Хорош! Только, не, Лину надо на последний ряд вообще ставить. На скамейку от чепенцев ее надо ставить, чтобы ее, ну, вообще не доставали, никто не трогал, чтобы у нее было больше времени. Пакут, кстати, не совсем им бесполезный герой, если что. Он дает миссы. И если против вас много героев, которые физическим уроном бьют, то Пак может хорошо помочь. Все-таки там много миссов он накидывает со способности. Если он сейчас вынесет этого мага и заберет у него винстрик, это будет кайф. Это будет такие кайфули. Кайфы, кайфы, кайфули. Я, кстати, не обратил внимания, что там по реликвиям. Вообще не обратил на это внимания. Какие реликвии на текущую игру? Жезл Кира мы увидели, но я хочу посмотреть, что там еще по реликвиям. В принципе, не, ну, вообще без разницы, как он сейчас делает расстановку. У него в основном все дальнего боя, и все в основном останутся на местах. Но, в принципе, ок. Сейчас ему бы посох третьего тира на такого разорчика. Это была бы лютая поплава. Так, еще один посох первого тира. Очень полезный предмет. Я не люблю этот посох первого тира. Ну, хрень полнейшая. Кстати, Мейлшторм, отличный предмет. Бери. Бери, закидывай в Лину. Не, я понимаю, что он хотел найти себе там, допустим, кристалл маны, который дает 50 единиц маны, чтобы он намного чаще, ну, намного быстрее кастанул свой первый прокаст. Либо же арканцы, чтобы массово давать ману. Но когда у тебя есть Лина в 2 звезд, и тебе падает Мейлшторм, это надо брать. Вдруг кто не знает, то Мейлшторм, он бьет магическим уроном. И там нет КД на этом Мейлшторме, поэтому там может куча молний сработать. И вот сработает куча молний, соответственно, под магиями. Это будет намного больше урона, нежели
Просто вот. Ну, короче, вы поняли. Не знаю, я бы взял Мейлшторм лучше. Там звери здесь собираются. Неприятненько, конечно. Со зверьми будет немножко неприятно. Вот сейчас бы у него был бы Мейлшторм по длинную, она бы быстрее забрала всех. Одна змейка в 40 хп затащила. О, хорош. Че, давай поставим 9 магов, а? Или не будем ставить 9 магов? Будем ставить 9 магов. Вот сейчас отличная тема. Интересно, хоть выйдет из инкама, поставить себе уровень? Или он омника все-таки оставит пока что? Ему стенка нужна. Без стенки тяжело. Сейчас этот зверь возьмет, со всех винстрики позбивает. С его мага сбил винстрик. Сейчас со второго мага еще собьет винстрик и будет кайфули. Вот, кстати, боевого пропуска нету. И слева у него не показывают, кто к нему приходил и кто ему следующий придет. К сожалению. Надо было Мейлшторм все-таки брать. Ну вот я более чем уверен, что надо было Мейлшторм брать. Во-первых, сейчас под 9 магов бы обледенение срабатывало и все такое. Ну, короче, ладно. Ладно, что сделано, то сделано. Уже как бы этого не изменить. Яичку. А что там, кстати, друиды будут сегодня? Или друиды это что-то запретное? У него 2 инчи уже сколько времени? О, друид. И Драгон Найт. А Трента не хочешь купить, чтобы апнуть себе инчу? Трентуху купи. Трентуху купи! Он меня не слышит. Миндальная связь. Я активирую способности миндальной связи, и я надеюсь, что он меня сейчас услышит и купит Трента и забудет себе инчу, но он сбил винстрик. Хорош. Но забыл за Трентуху. Отлично. Прикиньте, он продал инчу. Ну ладно. Ну ладно. Верночка, хорошо. Один из бесполезных апгрейдов у него уже есть. Это Виверна 2 звезд. И эту Виверну вообще... На самом деле, как по мне, надо эту Виверну переделать. Надо ее переделать и сделать не более сейвовую, а более атакующую. То есть, ну, чтобы, знаете, она там, как в доте, кидала вот этот Виверну свой кристалл, он разлетался по всем и наносил урона. Потому что, ну, как по мне, ну, вот эта Виверна, она самая бесполезная, ты ее даже в 2 звезды собирать особо не хочешь. Да, иногда она тебе может помочь. Помочь в плане подсейвить нужную фигуру. Но она зачастую так руинить может, что просто диву даешься. Не знаю, вот напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Я вот думаю, что в действительности нужно ее переделать, эту Виверну. Потому что эта Виверна сейчас, она, ну, бесполезная. Вот. Как бы обидно это ни звучало, но Виверна сейчас, к сожалению, бесполезная. Вот как-то так. Как-то так, как-то так. О, кстати, сейчас у него хорошая расстановка. Сейчас Гримтач закасит по 2 фигурам. Лина закасит, соответственно, в чернила Гримтача. Разор стоит немного дальше, и, соответственно, он нанесет как можно больше урона. Потому что если он поставит их чуть-чуть назад, то, соответственно, Разор будет перепрыгивать в любом случае. А сейчас у него хорошая расстановочка. Так, давай. Мяу. Давай, Лагуна! О, хорош. Как я люблю Лину. В самом деле ему нужен посох 3-го тира, и он будет рвать всем 5-ю точку. Шлем Ареса, интересненько. Интересненько. Но ему легендарные маги нужны. Ему котел вообще нужен. Уже 21 раунд, а котла до сих пор как бы и не видно. Шанс 10% на фиолетовую фигуру. Он хочет еще, я так понимаю, баф фулл людей сделать себе. Вот, кстати, еще такой один момент. Если вы верите в свой стол, вы увидите, что он у вас очень сильный, вы можете поставить через волшебников себе 6 людей, что тоже будет неплохо.
То есть он сейчас мог на 20-м раунде поставить себе баф фул людей и кайфануть. Кайфануть по полной программе. Интересно, когда он шлем Ареса будет юзать? Сейчас или на 9-м раунде? На 9-м уровне где-то? Я думаю, где-то на 9-м уровне, чтобы найти себе более сильный стол. У меня есть, кстати, такой вот момент. Короче, я записал каточку. Ладно, давайте проспойлерю. Записал каточку. Я там играл на эльфах. Ладно, не на эльфах. А честно, не помню, короче. А, не, на эльф. Или нет? Или да? Или нет? Подожди, не кричи, сейчас. О, неимбовый антимаг нашелся. Ну тут его вынесли, но все равно. Неимбовый антимаг, ни грамма. Короче, по-моему, я играл на эльфах. Если правильно я помню, то, по-моему, я играл на эльфах. И к чему это я говорю? Я там сделал себе 12 уровень на эльфах. Да, вы не ослышались, эльфы и 12 уровень. У меня есть эта каточка, она записана. То ли 11 уровень, и пошли море. Ладно, не суть. Суть в том, что у меня был шанс на легендарную фигуру 8%. И что вы понимали, я искал темпларку. И вот я искал эту темпларку всю игру. 11 уровень у меня был на 20 каком-то там раунде. Короче, у меня ранее был 11 уровень. И сама суть в том, что я не мог найти темпларку даже под шлемом Ареса. И до конца игры у меня было всего лишь 2 темпларки. Все. Все. Вот и вся история, да, вот такой вот закон подлости, просто закон подлости, все. Момент. Зато скилловый челик на 8 уровне нашел темпларку в 2 звезды, без шлема Ареса. Вот к чему я это сказал, я вспомнил сейчас на ходу, вот к чему я это вообще говорил. Круто, да? Скиллово. Сразу видно, чувствуется, что в этой игре присутствует ноточка скиллухи. На самом деле это такой бред. У меня после того, я после того к психологу ходил, чтобы он меня немножечко подлечил. Потому что после этой игры, и не только психолог нужен, после этой игры много чего надо. Ему что-то как-то вообще не фартит. Котла до сих пор нету. Ему приходит кунка. Но он будет пока что играть через волшебников. Интересно, что будет дальше. Еще самый момент в том, что он не ищет сейчас себе посох 3-го тира. Маги без посоха 3-го тира, они не играют в текущем патче. Типа, посох 3-го тира необходим. Он сейчас бы с посохом 3-го тира, он вот этих вот зверей просто бы снес подчистую. Ему надо искать уже посох 3-го тира. Уже маги становятся не такими сильными. Плюс там еще есть бог-орк, который собирается. Опа, Джакира. Ну это хорошо, и котел еще хорошо. Давай, котла бери. Плевать на 9 магов, бери котла и ставь. Угу, все, отлично. Сейчас будет дальше идти уровень. Баф людей стоит. А зачем вышел из инкама, сейчас я не понял. А зачем вышел из инкама? Что-то я этого момента не понял немножко. Зачем ты вышел из инкама? Да, ты себе как бы сделал стол сильный. Да, тебе нужно еще один маг для того, чтобы себе сделать 9 магов. Я не понял, короче, этого мува сейчас. Но как по мне, это самый, кривой мув, если честно. Надо было просто сидеть дальше, потихонечку брать уровень себе. У тебя хп позволяет, у тебя 81 хп, было 50 плюс маны. Вот, кстати, антимага под магов тоже неплохо брать. Хе. На мужика играет. Оу май! Вот это то, что доктор прописал. Если сейчас ему еще придет Лич в 2 звезды, и если ему придет посох 3-го тира, будет Аганим и Призма, он будет здесь рвать всем 5-ю точку. Даже Джаггера может порвать. Хотя нет, если Джаггер будет очень сильный, то Джаггер будет идти в нокаут. Но я думаю, там есть зверь, и я надеюсь, что этот зверь ему расскажет, что куда почем. Все, хрень, давай скипать. Хотя посох, точнее, шар бездны можно было бы и оставить против мага вражеского. А там жрецов нету? По-моему, нету жрецов. Аганчик. Но вот на самом деле, типа,
Вот сейчас ему фартануло насчет Аганима. А вот если бы ему сейчас не фартануло насчет Аганима и пришел бы какой-то бред, да, допустим, ему пришел бы, ну кто, Мейлшторм, да? Ой, Мейлшторм, Мьёльнир. Не, ну Мьёльнир это нормально. Криты. Вот сейчас бы ему пришли криты, что бы он делал? Типа, я бы... Ребят, я всем рекомендую и буду об этом говорить. Посох третьего тира, кровь из носа необходим магам. Если вы не найдете посох третьего тира для магов, в текущем патче вас вдоль и поперек будут перекатывать. Кто вдруг не знает, что делать посох третьего тира? При максимальных стаках посох третьего тира умножает ваш скилл на 3. То есть на 200% он вас увеличивает дамаг с этого скилла. Под аганимом, соответственно, это еще больше. Но я сразу хочу подметить, вдруг кто не знает, то вот на предмете написано, что дает плюс 40 магического урона, да, там плюс 60 магического урона, и посох там плюс 200% магического урона. Если вы думаете, что они вместе суммируются как бы процентажно, и потом единоразово увеличат это усиление, нет. Так это не работает. Работает она следующим образом. Каждый процентаж от начального значения работает. То есть, вот у вас есть 100 урона, у вас дает Аганим 40% урона, у вас дает посох третьего тира 200% урона. И, соответственно, вот это вот, оно все работает отдельно друг от друга. То есть, оно отдельно умножает ваше усиление. То есть, Аганим дает 40 урона, там, посох третьего тира дает тебе 200 урона еще сверху, то есть 300 урона. И, соответственно, вот это вот все перемножает. Короче, там китайская математика, но я думаю, всем все стало понятно. То есть, посохи, вот эти вот предметы, они... независимо друг от друга усиливают друг друга. Вот. Усиливают эту способность. То есть, ну, я думаю, вы поняли. Если не поняли, то напишите в комментарии, я распишу. Ему очень нужен лич. Он только найдет себе лича в 2 звезды. Он будет тут рвать. Ой-ой-ой, как. Ага, хочет себе сделать 5 драконов. Ну, в принципе, неплохая тема сделать себе 5 драконов. Он может, в принципе... Не, ну ему 10 надо, чтобы поставить вот прям красиво. И вот Джакира я бы на самом деле, ну, не особо бы кирил. Не знаю, мне Джакира не нравится как персонаж. Во-первых, долгое КД, оно не скелется никак у него, вот он сейчас плюнул, и импакта неощутимо. Вот серьезно. Он плюнул, он убил 2 фигуры, он красавчик. Все. Вот так вот и живем. Да, он сейчас, кстати, он винстрик забрал. Хорош. Хорош, красавчик, винстрик забрал. Усиление по котлу пришло. Надо найти посох третьего тира. У тебя есть куча бесполезных предметов, которые мы можем переролить. Куча бесполезных предметов. И вот, кстати, он сейчас правильно делает, то, что он кирит котла, а не кирит Джакира. Серьезно, Джакира это помойная фигура. Как по мне, его надо Джакира тоже переделать, потому что, да, он плюет в одну точку, он в этой точке может много чего аннигилировать, но по факту, ну, я думаю, все прекрасно понимаете, что Джакира это не очень персонаж. Как по мне, в некоторых моментах даже инвокер будет посильнее, нежели Джакира. Потому что у Джакира есть фиксированная способность, которая наносит энное количество дамаги. Все. Решил убрать 9 магов. Да, ты не хочешь вместо агра поставить сейчас ЦМ-очку, и чтобы у тебя был баф людей, ты брал уровень немножко, типа... Не хочешь? Не хочешь? А? А? Ну, в принципе, на самом деле хорошее решение поставить себе 5 драконов, потому что там есть бог-орк, и если бог-орк начнет крутиться первее, чем он начнет дамажить, то импакта будет 0. Кстати, вот Лину даже поставил. Я как-то за Лину вообще забыл. Ну, как забыл, я ее не видел. Я в глаза долбился и не видел эту Лину. И вообще не видел. Просто в упор. Так, тролль. Непонятно бил через тролля. Окей. Хозяин-барин. Ну ладно. Надо посмотреть, что там забил. Ой, Окилала, я уже не раз говорил, но очень мало смотришь вражеских билдов. Очень мало смотришь вражеских билдов. Даже как-то об этом не задумываешься. Очень мало смотришь вражеских билдов. Очень. А если там какие-то типы будут собирать что-то вот... Ну, контрпиковое против тебя. Тебе же придется заранее подготовиться, заранее перестроиться, заранее продумать свой билд. То есть, ну, надо немножечко, как по мне, продумывать эту вот деталь. Кстати, сейчас вместо Лины может Кунку поставить. Кунка это станчик. Он как бы и по магам не просядет, и по людям не просядет. Кунку можно, в принципе, взять.
Станчик всегда хорошо. Варлока можно будет поставить вместо одного мага. Чтобы тоже был станчик. Так, это маг-дракон тоже. Ну вот мага-дракон он испепелил, отлично. Вынесет этого мага-дракона, то у него сразу будет плюс 10 тысяч к этому. К уверенности. О, отлично. Давай посох третьего тира. У тебя есть брошка бесполезная, давай посох третьего тира. Хотя подожди. Я не помню, что там по реликвиям, поэтому, может быть, и не стоит. Надо сейчас будет посмотреть, что по реликвиям тебе придет изначально. Неплохое решение поставить себе сейчас 6 людей, чтобы получить как можно больше опыта. Вдруг кто не знает, как работают люди. Работают следующим образом. Баф 6 людей. Когда ты выигрываешь на своем поле боя, ты получаешь количество опыта минус 2 от твоего текущего уровня. То есть у тебя 9, ты получишь 7. 7 опыта, соответственно, если выиграешь раунд на своем поле. А первый баф людей дает тебе 2 опыта гарантированно, вне зависимости от победы либо поражения. Поэтому, по сути, ты получаешь 9 опыта. Ну, текущий свой уровень. Коса хороша. Коса прям хорошо и добротно смотрится. Ему тупо леча не хватает сейчас для полного комфорта, ему тупо леча не хватает 2 звезды. И посоха третьего тира. Посох третьего тира необходим. Нужен посох третьего тира. Косу мы не юзаем заранее. Почему мы не юзаем посох, точнее реликвию вот так вот заранее? Потому что, ребят, смотрите. И вот так вот уровень мы тоже не берем. Сейчас все объясню. Давайте все по порядку. Смотрите. Косу мы юзаем только в том случае, если мы видим уже заранее то, что мы выиграем этот раунд. Если мы видим заранее, что мы выиграем этот раунд, то да, соответственно, мы косу юзаем как бы без приколов, без ничего, просто юзаем эту косу, и мы 100% будем всегда побеждать. Если вы в этом уверены, но лучше всего заранее посмотреть на раунд и увидеть, что вы выигрываете этот раунд. Вы видите, что вы выигрываете этот раунд, соответственно, юзайте тогда косу. Просто сейчас он может не выиграть раунд, и, соответственно, коса улетит куда? На небо на звездочке. Вот, кстати, Джаггернот. Крутится, вертится, но из-за того, что там Джаггернаут без какого-либо отхила и все такое, то ему плевать. Он рвет вот Джаггернаут. Но Джаггернаут там... А не, подожди, какой-то отхил у него есть. А что у него по предметам там? Не, надо посох третьего тира искать. Зачем тебе 4-й тир? Что ты будешь в 4-м тире искать? Посох третьего тира даст тебе прирост x3 к твоей способности. У тебя урона будет тонна. Ну, зачем? Ну, догон, конечно, ситуативное решение. Я бы на самом деле взял бы цепочку. Цепочку почему? Потому что, смотрите, цепочка это контроль. Контроль на 4 секунды, по-моему, если не ошибаюсь, цепочка дает. Плюс магический урон в радиусе. Но, серьезно, я бы сделал именно вот так, как сказал. Я бы попробовал найти посох третьего тира, и я бы взял уже цепочку 4-го тира. Но ошибка в том, что все эти предметы меркнут перед посохом третьего тира. Меркнут, просто меркнут. Вот сейчас ему тупо немного урона не хватило, чтобы стереть антимага. Чуть-чуть. Он мог его стереть еще быстрее. Он его сейчас стер, окей, но он мог еще быстрее его стереть. И вот так вот уровень, как он только что брал, мы не делаем так. Мы не делаем по той же причине, что вы тупо тратите свои бабки. Лучше всего подождать некоторое время, накопить количество денег. Вот когда мы наведемся на уровень, вот так вот нажмем, то там напишет, сколько опыта надо на, соответственно, на апгрейд. И вот, соответственно, мы терпим вот это вот количество времени, собираем бабки, и быстрее мы так апнем уровень, нежели вот так вот потихонечку брать уровень. Быстрее. Не имеет смысла. Если тебе нужен уровень, не имеет смысла тратиться сейчас в деньгах. И, кстати, Вайпера он сейчас может поставить наперед, потому что Вайпер, он же не дает никакой способности. Он танк. Он тупо танк. А чел там, кстати, керрит антимага. В чем прикол? Играет на зверях и керрит антимага. Интересный момент.
Вот сейчас было бы не 14 тысяч урона, а больше. О, все, скилловичок. Все, скилловичок на антимаге. Окей, скилловичок. Ну, кстати, он сейчас стер. Давай, посох третьего тира. Тебе необходим посох третьего тира. И вот смотрите, был бы у него сейчас посох третьего тира. Я, конечно, надеюсь, что он его сейчас найдет. Алло! Окаянный, что ты делаешь? Тебе посох третьего тира необходим, кровь из носа. Алло! Хьюстон! Не ставь всех кучно, сейчас же будет поплава. О, хорош. Расстановку меняет, отлично. Но Вайпера, кстати, мог бы наперед поставить. Но я так понимаю, Вайпера он ставит чисто под деф котла, чтобы, если антимаг добрался, то он бил Вайпера. Что я хотел сказать? У меня из головы вылетело. Короче, я вспомнил. Посох третьего тира, он работает не только на способности, он работает еще и на предметы. На секундочку. Он увеличит магический урон. А, не, подождите, по-моему, со способностью. Короче, не помню, если что-то поправьте меня в комментариях. Я просто не помню. Посох третьего тира работает на предметы. Или он просто увеличит магический урон. Если просто этот посох просто увеличит магический урон, то, соответственно, он работает на предметы. То есть вот он взял догон, у него 800 урона он бьет, то он будет бить не 800 урона, а 2400, потому что посох при 20 стаках будет давать ему максимальный прирост к магическому урону. Это 2400 урона с посоха, плюс мы отнимаем магическое сопротивление на 80%, там, ну, примерно около, сколько, 2400 плюс 2400, 4800, ну, где-то 4200, где-то вот так. Короче, 4000 урона будет где-то наноситься, если у противника 0 магического, ну, там, минус 80% сопротивления. С посоха только. А это много. Это я про Дагону, если что, 4-го тира предмет, который он взял. Но в его случае все-таки, наверное, стоило взять все-таки цепочку, потому что 4 секунды это контроль. А контроля у мага у него сейчас нету. Ну, хрень, предметы сейчас упали. Надо искать другие. Не, хотя на самом деле сначала надо проверить, что за предметы у твоего противника. Если у твоего противника есть какой-то там хекс, есть какой-то сайленс и тому подобное, то БКБ неплохо смотрится. Ну, по крайней мере, лучше, чем МКБ. Ну, почему ты не ищешь посох третьего тира? Почему? Ну, за что? Ну, мне же... Ребята, несите святой воды. Хекс хорошая тема, окей. Но посох третьего тира тоже нужен. Никакой предмет в этой игре не даст тебе столько прироста урона, как посох третьего тира. Ты бы просто вот сбривал бы всех и вся без единого шанса. Ты и так сейчас сбриваешь, но так бы ты быстрее сбривал. Просто сейчас какой-то энный там момент пройдет неправильно, и антимаг тебе вынесет. Было бы намного быстрее, если бы ты просто взял бы себе посох третьего тира. Ну ладно. Он мог бы на всякий случай на крайняк лича закерить. Под личом... Лич керри сильная штука, если хорошие предметы есть. А это нужно всего лишь шаганим, призма и посох третьего тира. Все. Ах ты ж тварь дедовская. Куда ты свою способность кастанул? Ты, падло. Вы видели, куда он кастанул свою способность, эта тварь? Просто в никуда. Сейчас вот у антимага очень много магического сопротивления. Там у него и шар бездны, и мантия короля, и все. И все. Котл его не пробивает уже, к сожалению. Ну такое. У него сейчас мана просто... У него просто сейчас никакого предмета на манаргены нету. Это может не помочь. А вот смотрите, у него сейчас есть догон, а вот была бы цепочка 4-го тира, он бы дал бы 4 секунды ему на закаст. Ну, короче, такое. Ну ладно, как говорится, хозяин-барин. Я думаю, после этого ролика он услышит мои эмоции и поймет, что посох 3-го тира кровь из носа необходим. Ну вот просто смотрите, ему урона тупо не хватает сейчас забодать суммоны. Да, ему Ну, кстати... Один хп у чувака. Но там чувак тоже, ну,
Ладно, давайте я буду немножко говорить, как я это вижу. Там чувак немножко, ну, тупой. Ну, без обид, как бы сказано, ну, тупит очень жестко, тупит. Он видит, что в лобби есть как минимум 2 мага. Он собирает и кирит антимага под зверьми, на секундочку. Ну, раз ты так делаешь, ну, поставь себе 4 морских. Притом у мага нету посоха 3-го тира. У него куча предметов на сейв. Куча предметов. Он мог спокойно сейчас поставить 4 морских, срезать 60% урона со способностей. Плюс у него шарбезный, мантия короля, 0 урона от мага. И, соответственно, он бы пришел бы такой: ну че, как дела? Давай с тобой пообщаемся сейчас поближе. Это на самом деле очень странная такая тема. Антимаг такой. Ошибка учила то, что он кирил антимага. Ну, именно в такой позиции, что он кирил антимага. Катка классная сейчас получилась, серьезно. Он вынес антимага, но... Ладно, окей, окей. Давай сейчас посмотрим, что там по предметам. Так, бог-орк. Итак, смотрим, котел хорош. Ну, кстати, там классный антимаг. Ну, почему так слабо? А шо у Джаггера? А шо у Боже. Вот это предметы у Джаггера. Я шибу. Ну у меня здесь нет слов. У меня нет слов. Все. Все. Ну. Короче. Что я хочу подметить по текущей катке? Катка была реально прикольная, реально интересная. Да, были там свои приколы, свои моменты. Но в целом каточка хорошая. Хорошая, добротная. Единственное, что вот, когда вы играете на магах, ребят, посох 3-го тира. Он обязателен. Ну, понимаете, был бы противник немножечко другой, маги бы уже все. Ну, все, они бы не дамажили. Элементарно, чел бы поставил 4 морских. Срезал бы 60% урона со способностей. У него был шарбезный, он бы с шарбезной поставил себе. Он бы убрал просто-напросто вот этих всех зверей, бы поставил себе, допустим, тех же самых гритеров против вот этого вот обледенения. Играл бы просто на антимаге своими, кайфовал от жизни. Не было бы никаких дебафов на скорость атаки, не было обледенения. И один бы антимаг просто бы всех вдоль и поперек хавал, потому что там, извините, ну вы видели того антимага? Давайте еще раз я пролистаю. Вот антимаг, вот. Там чел на самом деле просто решил, я так понимаю, упороться в магическое сопротивление, взял себе шарбезну, взял себе мантию короля, но я напомню, что если чем больше у тебя магического сопротивления, тем меньше тебе, соответственно, они дают. То есть, если, допустим, у тебя вот есть просто шарбезная, у тебя есть там маги, допустим, и тебе никто ничего не режет, допустим, у тебя 0, ну, вот как у антимага 30% магического сопротивления стокового, то когда шарбезная активируется, то тебе будет не 80% магического сопротивления, а около 65, где-то 70. А когда у тебя активируется еще и пассивочная, шарбезная, вот это, то есть тебе стоково дается 50, но у тебя еще и активация. Короче, у тебя где-то будет 80% магического сопротивления, а не 100%. Ну, я думаю, это все прекрасно понимают. Там, я не помню, какие там процентажные снижения, когда вот ты получаешь много... Короче, там, ну, вы поняли. И так же самое работает с уклонением. Чем у тебя больше, тем, соответственно, меньше надает. И вот, я так понимаю, Димах решил полностью упороться в магическое сопротивление, хотя мог совершенно иначе. Ну ладно, короче, мы говорим про магов. Хорошая каточка, мне понравилось. Единственное, что посох 3-го тира. Запомни, посох 3-го тира — это имба. И выбор догон, либо же цепочка, тут надо думать, потому что в данном случае тебе неплохо помог догон, ты в одну цель ее кидала, она нормально там, ну, она кидалась в одну цель и нормально так наносила урона. Но цепочка, она дает тебе время. Во-первых, она дает обездвиж. Короче, цепочка дает обездвиж на некоторое количество времени. Плюс обледенение сразу сверху. Это тайминги, это время для магов, чтобы они могли еще раз дать свой прокаст. А догон, он дает в одну цель. И вот в данном случае у тебя был антимаг, и догон полетел в одну цель, и все. Ну, нормально было. Короче, каточка мне понравилась. Некоторые моменты я говорил в течение игры. Я думаю, подметил ты их для себя. И, ребят,
Что думаете по поводу этой катки? Вы напишите в комментариях и не забудьте меня поддержать своим лайком и комментарием от 3 слов. Это необходимо. А кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!